Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня мы поговорим о такой замечательной компактной камере, как Fujifilm X20. Я уже ранее упоминал в своих обзорах об этой достаточно короткой серии камер. В ней Fuji выпустили всего 3 модели. Их отличал уже достаточно традиционный для Fuji ретро-дизайн. Очень хороший объектив 28-112 мм в эквиваленте, причем еще и светосильный достаточно. И довольно необычная матрица стандарта 2/3. Это такое промежуточное звено между 1.1.7 и дюймом. Давным-давно, разве что у Nikon была парочка камер с похожим размером сенсора, тоже 2/3. Ну и у тех же Fujifilm параллельно с X20, X30 вот этой серией выпускалась их такая в более мыльничном форм-факторе серия XQ. Там, по-моему, было вообще всего 2 модели. Взял я конкретно эту камеру по причине того, что в ней отлично отражены стремления тех лет Fujifilm. Это год 2013-2014. Они одновременно стремились к ретро-дизайну и к каким-то необычным таким решением конструкторским. Например, вот как сейчас это у них достигло вообще апогея, они там отказываются от каких-то кнопок в сторону какого-то лютого минимализма, использования только джойстика и свайпов по экрану для управления. Плюс, там, например, они прикололись и сделали X Pro 3, у которой экранчик просто повернут жопой к пользователю. Здесь тоже есть нестандартная фишечка, про нее я расскажу, когда доберемся непосредственно до эргономики. И впервые в этой серии, я имею в виду камеры, где матрица стандарта 2/3, использовалась как раз таки матрица X-Trans CMOS. Сразу оговорюсь, если что, я не испытываю какого-то дикого восторга по поводу X-Trans матриц. Не считаю их каким-то сверх особым изобретением, но у них есть парочка интересных особенностей, о которых я сейчас вкратце расскажу. Но это не что-то радикальное, как трехслойные матрицы Favion у той же Sigma, например. Самое главное отличие X-Trans сенсоров в том, что они, в отличие от байеровского сенсора, имеют нерегулярное расположение цветных фильтров. И, соответственно, анализ цвета в конечной картинке осуществляется не по 4 соседним пикселам, а по группе из 36. Это действительно позволяет в RAW передавать гораздо более точную информацию о цвете. И за счет этого, плюс ко всему, можно отказаться от антиалиасинг фильтра, фильтра низких частот, кто как его не назовет. В общем, противомуарный фильтр можно исключить, потому что муар практически невозможно получить на такую матрицу. То есть, по сути, получается, что убивается 2 зайца сразу, и повышается резкость картинки, и убирается муар. Но, конечно же, муар можно получить и на Фуджике, и с X-Trans сенсорами. Я видел картинки, у моих знакомых есть примеры, где муар они получали. Это крайне сложно сделать. У меня, например, это вообще не получилось. И на самых разных камерах у меня это не получалось. Я использовал очень долго и X70, и X Pro 2, и ни на одной из этих камер муара я не смог получить. Я, конечно же, видел рекламные слоганы Fujifilm, в которых они кричат, что X-Trans там шумит меньше, или что это не сам Fujifilm говорил, а тупые какие-нибудь блогеры очередные. Я бы не сказал, что фуджифилмовская матрица X-Trans шумит как-то сильно меньше, чем любые их конкуренты в APS-сегменте. Шумит она примерно на том же уровне, но благодаря тому, что здесь несколько иной алгоритм демозаика, шум имеет менее регулярный характер. То есть, когда матрица с обычным байеровским фильтром шумит, она шумит очень равномерно. Иногда это выглядит вообще, если поднять, например, тени резко на какой-то матрице, то там прямо ровными такими секторами идет она, какими-то крестиками, ноликами, то есть она прям равномерно распределяется на ней шум. Пусть он там даже не цветной, а просто яркостный, он все равно как-то очень равномерно распределен, и выглядит это механически и некрасиво. А на матрицах X-Trans шум, его примерно то же самое количество, но он расположен достаточно случайным образом, и из-за этого создается ощущение, что его визуально меньше, и детали от этого страдают меньше. Примерно тут же X70 у меня получались довольно неплохие снимки даже на ISO 3200. Ну а на более современной X Pro 2 у меня выходили иногда
довольно неплохие снимки даже на ISO 6400. Но это очень сильно зависит от, скажем так, экспонирования снимка. То есть, если там что-то все-таки придется вытягивать, то это, конечно, уже провал. Но если ты четенько выстроил картинку и снял именно на большом ISO, то она более-менее сносно выглядит. В большинстве случаев потолок прямо приемлемой картинки, как и у любой APS-C-матрицы. Там 1600, максимум 3200. Что, в общем-то, тоже довольно неплохо, при том, что фуджики долгое время не умели в матричную стабилизацию. Ведь только не так давно они стали ее включать в свои камеры, и то не во все далеко. Чтобы избежать смаза, приходилось открывать дырку и повышать ISO. Примечательно, кстати, еще и то, что основные RAW-конвертеры, такие как Capture One и Lightroom, вообще очень хреново дружили с демозаиком картинок с X-Trans сенсоров, и проявлять в них RAW было просто отвратительно. Получалась какая-то мутная, отвратительная картинка, очень плохие выходили кадры, приходилось страдать, претерпевать и снимать в JPEG, а я JPEG просто ненавижу. Но на X70 я мучился, снимал только в JPEG, к сожалению. Но когда X Pro 2 вышла, они уже фуджики подружились. И как-то я не знаю, как там получилось обмен какими-то технологиями, или просто какое-то просветление наступило у Capture One, например, и они стали нормально проявлять RAW. Они стали выглядеть очень прилично, и тогда я уже смог оттянуться и снимать, наконец, в RAW. Поэтому, естественно, все снимки, которые я буду показывать, сделанные на Fujifilm X20, также будут сделаны изначально в RAW, потому что JPEG у камеры отвратительные, про их качество я расскажу отдельно там ближе к концу, когда уже совсем подробно буду рассматривать картинки. Но сейчас оговорюсь, что я снимал только в RAW. В JPEG я, конечно, тоже делал, RAW плюс JPEG делал, там ставил брекетинг по разным стилям пленки, ну, чтобы хотя бы примерно представлять, насколько там все плохо. Но сейчас давайте-ка лучше обсудим экстерьер и управление камеры, как я люблю это делать более подробно. Первое, что бросается в глаза, это дизайн в стиле дальномерки. Тут высококлассный оптический видоискатель, это не просто какая-то дырка с мишенью и рамочкой параллакса, а полноценная оптическая система, зумирующаяся, когда управляешь зумом объектива. А тоненький экран между призмами выводит всю информацию в реальном времени. Я вообще не фанат визирования через видоискатели, но не оценить работу инженеров было бы просто греховно. Корпус у камеры сделан добротно, выполнен из магниевого сплава. Хват спереди здесь такой вообще рудиментарный, конечно. Ну, при этих габаритах его вполне достаточно, а тем более, что он покрыт приятным таким заменителем кожи. Вообще вот вся камера покрыта по периметру таким заменителем кожи. Не просто какой-то голый металл или голимый пластик. Рядом тут лампа подсветки автофокуса, которая нафиг, в общем-то, и не нужна. Камера ночью фокусируется не так уж и плохо. Традиционный переключатель режимов фокусировки, традиционный для фуджика в основном. И объектив находится здесь вот под металлической крышечкой. Внутри крышка выстлана бархатом. На объективе, кстати, есть резьба. Вот здесь вот. Если что, на него можно накрутить и светофильтры, и бленду. Камера, забавно, что включается поворотом кольца зумирования. То есть хоп, и все, она включена. В выключенном состоянии здесь off. Хоть это и крайне нетрадиционный метод, и я вообще ненавижу, когда у объективов есть какая-то система парковки. Но тут это сделано качественно, нет никаких вообще дебильных кнопочек блокировки, как делали там Samsung и Nikon. Просто поворачиваешь, и после щелчка камера готова к съемке. Включается она охрененно быстро, всего за полсекунды. На объектив, кстати, нанесены сразу фокусные расстояния в эквиваленте,
чтобы человек не ломал голову с пересчетом, так как тут 7,1 на 28,4 мм и кроп при этом 4. Ну, то есть сидеть и умножать это все в уме явно никто не хотел бы. Сверху тут есть мелкая вспышечка, выдвигающаяся вот тут рычажком. Мощи ее не хватает, чтобы осветить, там, например, жилище бомжа, как я тут недавно сделал фото, но что-то в паре метров и прямо перед собой вполне способна она подсветить. Есть и горячий башмак для нормальных вспышек. Дальше корпус у камеры имеет понижение. И тут идут самые важные колесики. Выбор режимов съемки, экспокоррекция, достаточно тугая, случайно ее не нажмешь. На уголке программируемая кнопка FN. Я на нее лично повесил ISO переключение. Мягкая кнопка спуска, она с резьбой для тросика. Fuji вот этот держит ретро-дизайн, ретро такую марку свою. Все колесики, конечно же, из металла, никакого тут пластика нет. Кстати, хочу обратить внимание на то, как фигово фуджики наносят вообще краску. От минимального какого-то трения стирается, тут она еще более-менее нормально держится, тут вот на уголке немножко стерлась, здесь вот снизу чуть-чуть. Но я помню, как у меня она была на X Pro 2, отвратительно нанесена, она стиралась просто от прикосновений пальцев. То есть, если ты какого-то места на камере, где она именно краской покрашена, касаешься часто пальцем, у меня частенько рука вот здесь, например, лежала, и у меня под пальцем реально, от того, что я просто тер немножко пальцем краску, она стерлась через буквально там пару недель использования. Из-за этого как раз-таки на вторичке найти в хорошем косметическом состоянии Fuji очень сложно. Все выглядят как будто камеры просто корреспондентов из горячей точки, хотя на них, скорее всего, снимали котиков и голубей. До смешного это доходит, говорят, мол, специально так, чтобы усилить ретро-стиль, но единственная камера, где это было действительно задумано, чтобы, ну, краска стиралась и оголяла латунь специально, это Pentax MX1, про которую у меня уже есть обзор. И она так не облазила при использовании, хотя там вообще-то так и было задумано даже заранее. Тут, я думаю, что, скорее всего, криворукость виной всему, никакое не эстетство. Ну ладно, хватит бухтеть, не так уж это и критично. Давайте дальше расскажу про то, что здесь у камеры есть. Сзади дизайнеры сделали некрасиво, перенеся несколько кнопок вот сюда влево. Ну, в принципе, эти кнопки не такие, к которым часто обращаются, так что ладно, это не такой уж сильный грех. Сверху тут видоискатель с датчиком приближения. В первой версии, кстати, X10 датчика не было. Тут также есть еще и диоптрийная коррекция. Вот здесь вот колесико сбоку. Честно, видоискатель отличный. Мне даже немножко стыдно, что я им вообще не пользовался и не смотрел в него. Инженеры все-таки старались, а я, ну ладно, не люблю я видоискатели. Экранчик 2,8 дюйма на 460 тысяч точек. Достаточно яркий, с хорошими углами обзора и цветопередачей. Ну, Fuji на ЖК-экранах собаку съели, так что ничего удивительного. Жаль только он не откидной. Хотя все предпосылки к этому есть. Он вообще как бы достаточно сильно выпирает. И у того же X30 он при тех же габаритах камеры совсем вообще не увеличишься, все-таки откидной уже. На навипаде стандартные кнопки управления. Также здесь кнопка Display Back, доступ к быстрому меню, кнопка Q. Ну, там AL и FL, дофига кнопок, сразу скажу, это прекрасно. Это не куцый джойстик и убогие свайпы, как в какой-нибудь XE3 или XF10 дегенеративной, и у других вообще современных фуджиков, где минимализм вообще вышел из-под контроля. Кольцо вокруг навипада крутится, также есть еще и кольцо под большим пальцем вот здесь, оно к тому же еще и кликабельно. А вот упор под большой палец выглядит как-то максимально инородно. Он сделан из какой-то простецкой резины и какая-то просто, я не знаю, нелепая нашлепка. Но с другой стороны, лучше уж пускай он будет, чем его не будет. С ним камера действительно держится в руке прям хорошо. Ну и снизу тут есть надпись, вот такая вот красуется, Made in Japan. Ну и, естественно, раз это Made in Japan, качество сборки здесь просто отличное. Снизу находится мощное крепление штатива. Оно смещено, кстати, в сторону и не мешает открывать батарейный отсек. Батарейки тут действительно приходится менять частенько. Они довольно дохленькие, маленькие.
Я обычно таскал с собой парочку. Ну, одной батарейки хватает где-то на 150-200 фото. Это вполне неплохо. Сбоку тут есть HDMI и USB разъем. Спрятаны они под не слишком надежной такой пластиковой крышечкой на какой-то дряблой резинке. Ну, такая сопливая заглушка. Ну что ж, пожалуй, пора поговорить и о картинках, которые способна подарить данная камера. Ведь матрица X-Trans с обратной засветкой формата 2/3 это звучит многообещающе. Конечно, будет глупостью сравнивать ее по шумам, например, с дюймовками, как это я видел в каких-то древних обзорах на ютубе у людей. Но, скорее всего, я бы лучше сравнивал ее по шумам с камерами, у которых матрица 1.1.7, причем с топовыми, то есть там MX1, про который я уже говорил, Olympus XZ2, вот с ними есть смысл сравнить. Она шумит примерно на их уровне. При этом до ISO 800 картинка вообще очень неплохая. На 1600 это уже пограничное значение, на которое она может быть 50/50, или абсолютным говнищем, или удобоваримое, но с огромными натяжками. Но есть серьезные отличия от камер с матрицами 1.1.7 по динамическому диапазону. Он достаточно долго сохраняется на неплохом уровне. То есть даже на ISO 800 картинка очень неплохо тянется и по светам, и по теням. С другой стороны, у камеры очень светосильная оптика. f2.0 на широком углу и f2.8 на самом длинном телефокусном расстоянии. Плюс объектив обладает оптической стабилизацией и довольно неплохой, кстати. Ну, которая по моим прикидкам стопа 4 наверняка компенсирует. Вот, например, я сделал фото на ISO 800 с прикрытой дыркой и выдержкой 1/100 секунды. А вот я открыл дырку до f2.8, а ISO снизил до 100. А выдержка стала 1/10. Это, естественно, с рук. Обе картинки имеют право на существование. Но на меньшем ISO и более длинной выдержке меньше шумов, и тянется она более безболезненно. Я постоянно оговариваюсь об объективе, но никак что-то про него подробно не рассказываю. Объектив очень хорош оптически. Тут 11 элементов в 9 группах. Все стекла обладают специальным нанопокрытием. И данная схема содержит 3 сферических элемента для коррекции различных дисторсий и прочих дефектов. Но на f2.0, естественно, очень сильно заметна фиолетовая кайма на границах каких-то контрастных объектов, но стоит прикрыться до f2.5, и хроматические аберрации практически полностью исчезают. Резкость хороша на любом фокусном и на любых показателях диафрагмы. Не видно никакого там падения ни на широком углу, ни на длинном. Ну, на широком немножко заметна дисторсия. При этом виньетки также не наблюдается. Но, несмотря на нанопокрытие на линзах, в определенных обстоятельствах блики все же поймать можно. Но это прям действительно очень сложно. Я прямо старался, чтобы получить блик. Баланс белого в большинстве ситуаций делает достаточно красиво. Он не старается загубить теплые тона, как это любят многие соневские камеры, например. Каких-то серьезных тональных промахов я, честно говоря, не заметил. В большинстве ситуаций скин-тона у камеры, конечно, так себе, но да, они, конечно, в общем-то не лучшие на свете, но вполне годятся для съемки портретов. Иногда получаются симпатичные снимки на эту камеру. На матрице у камеры добавлены фазовые датчики, что значительно ускоряет фокусировку. После того, как я перепробовал уже огромное количество всевозможных компактов, которые используют только контрастный тип фокусировки, я просто оргазмировал от того, что у камеры есть фазовые датчики прямо на матрице. Без этого дурацкого елозения всеми линзами туда-сюда, туда-сюда, как это любит контрастный фокус. С таким по-человечески сделанным фокусом чувствуешь себя, я не знаю, как это, увереннее, что ли. У тебя резко снижаются шансы на потерю кадра.
даже если ты используешь не следящий фокус, а статический, хотя и следящий здесь вполне рабочий. Можно совершенно спокойно делать снимки от бедра и на ходу, и как угодно, и ты всегда попадаешь фокусом. Ну, понятно, что ты наугад фигачишь, но ты попадаешь куда тебе надо, если ты не криворукий дебил. Хоть и приходится крутить объектив, чтобы камера стартовала каждый раз, но со временем ты наловчишься и становится не так уж это долго. Камера тем более включается мгновенно после того, как ты объектив повернул. И получается все достаточно шустро. Вжих, повернул чуть объектив, и камера уже готова к съемке, она сразу же фокусируется куда тебе надо. Например, какого-либо лага затвора я тоже не наблюдаю. Она очень быстро работает. Камера максимально пригодна для какой-либо спонтанной стрит-съемки. Давайте теперь поговорим о JPEG-файлах, как я и обещал. Существует какое-то диковинное поверье, что на камеры Fujifilm следует снимать только в JPEG. То есть у них настолько крутой JPEG, прямо сказочный, и я не знаю, типа снимать в RAW это грех просто на эти камеры, JPEG супер у них. А какие тут чудесные ЧБ, особенно с виртуальными цветофильтрами. Ну а Classic Chrome превращает любой самый заурядный снимок в произведение искусства. На самом деле это все сраное хипстерство и вкусовщина. Снимать в JPEG – это потерять возможность настройки снимка самостоятельно руками. То есть ты просто отказываешься от того, чтобы настроить свет, цвет, тень, контраст и все что угодно в твоем снимке, и отдаешь это все на откуп камере. И камера, какая бы она крутая ни была, и какие бы классные у нее пресеты не были, она все равно тупорылый механический кусок говна, и мозга у нее человеческого нет. Причем в JPEG нельзя выключить шумодав. Он всегда будет работать. Даже если ты его выкрутишь в самый минус, он все равно будет работать при любых показателях ISO и жрать детали. А в некоторых режимах съемки эффект усиления резкости создает очень стрёмные артефакты на границах объектов, которые, ну, если вы когда-нибудь выкручивали резкость на максимум в каком-нибудь Adobe Camera Raw, то можете примерно представить, как это выглядит. То есть, ну, это срамота. То есть, в конечном счете, когда ты снимаешь JPEG, у тебя получается говенная картинка с очень плоскими тональными переходами, с кучей артефактов, иногда с сожженными деталями и контрастом, который камера сделала сама на глазок. При этом ты не сможешь никогда вытянуть ни тени, ни света. Некоторые из этих проблем перестали так сильно бросаться в глаза с увеличением мощностей процессоров и с увеличением мегапиксельности этих сенсоров X-Trans. Например, на X Pro 2 JPEG уже не такие страшные. То есть и процессор стал лучше их обрабатывать, и за счет того, что мегапикселов стало больше, детали стали менее заметно исчезать. Ну вот конкретно на X20, на этой камере, у нее всего лишь 12 мегапикселов, и JPEG на ней просто кошмарные. На 16 мегапикселей у X70 JPEG были терпимые, но тоже с большим количеством оговорок. Я более чем уверен, что и артефакты от повышения резкости очень сильно убавились, и агрессивность шумодава понизилась как раз таки за счет
мощности процессора, который способен все-таки вытягивать картинку в JPEG. Тональные переходы, конечно, не стали от этого менее пластмассовыми и примитивными, но все же. Камера X20 хоть и мощная достаточно, и шустрая, включается она быстро, фокусируется здорово, лага затвора нет, но если включить брекетинг по пленкам, то прямо чувствуется, как она надрывается. Я как-то включил, и вот она пока делала эти 3 JPEG, прошло, ну, секунд 5 минимум, наверное. Камера прямо ощутимо усиралась. При этом еще и батарейка жралась очень сильно. Так что для того, чтобы избежать вот такого надрыва, я просто снимал в RAW, и мне на большее количество кадров ее, соответственно, хватало. И картинки получались просто отличные, потому что RAW у нее прекрасные, хорошо гнутся, картинка на них резкая, там все здорово. Но сейчас, когда Fujifilm наконец подружили там с Lightroom и Capture One, ничего не мешает, если уж тебе прям так нравятся эти пресеты, накинуть их постфактум на RAW. То есть ты можешь сначала отредактировать картинку по своему вкусу, а потом, если тебе прям очень сильно нравятся вот эти извращения с пленочными пресетами, берешь, да и накидываешь их сам. Ну что ж, вот такой была эта камера Fujifilm X20. В этой серии фуджики выпустили всего лишь еще одну камеру X30. Там объектив и матрица остались такими же, но, например, оптический видоискатель заменили на электронный. Ну, кстати, тоже довольно неплохой. Но затем фуджики забили на премиальные компакты с зум-объективами. В смысле, вообще забили, просто прям положили болт. Сейчас Fuji сделали гораздо больше упор еще и на видеосъемку на своих APS-C камерах, и многие из них уже используются не только для фото, но и для видео. Там отличный битрейт, прекрасный, кстати, плоский профиль F-Log есть. Ну, то есть, если ты видеограф, можно брать фуджик и тоже кайфовать. Наконец, Fujifilm научились делать и матричную стабилизацию, теперь у них и стабилизация прекрасная на камерах, и все чаще стали отступать от этого своего ретро-дизайна. Вспомнили, например, что у людей все-таки есть потребность в том, чтобы у камеры был нормальный хват. Они сейчас стали в последнее время выпускать камеры, у которых ручка все увеличивается. Однажды, я думаю, они выпустят все-таки камеру, у которой будет полноценная ручка. И это будет не средний формат, а APS-C камера. А уж когда они действительно выкатили средний формат, да еще у которого был вполне себе вменяемый прайс, вот тут я прям таки удивился. Fujifilm в последнее время действительно молодцы, имеют неплохой процент от рынка продаж фотокамер. У них все вполне неплохо идет, они достаточно успешны сейчас. Жаль, конечно, что они забили болт на камеры с небольшими матрицами. Но я думаю, это их дело. Остается только чуть-чуть, не знаю, там, смахнуть скупую мужскую слезу и вот вспомнить прошлое с такими камерами, как X20. Из относительно похожих на компакты у них сейчас жива только серия X100. Но она довольно громоздкая, там фикс-объектив с эквивалентом 35 мм, что я не сильно люблю. Еще не так давно была выпущена XF10, тоже с 28 мм объективом, но она была, ну, откровенно говенно сделана, очень какая-то прям, ну, просто дешевка. Исполнение максимально дешевое, там даже не X-Trans сенсор, сэкономлено там на всем, там какая-то убогая пластиковая дверца, в общем, все такое хлипкое, управление у нее крайне неудобное, да и фокусируется она говенно. Вообще, в последнее время у Fujifilm меня дико раздражает их стремление минимизировать органы управления. И я не говорю, что как-то джойстиком конкретно управлять неудобно, но из-за того, что они убирают крестовину, соответственно, и кнопок физических на корпусе становится банально меньше. Зачем их убирать, мне решительно непонятно, потому что на их месте там сейчас у Fujifilm зияет какая-то пустота, бессмысленная абсолютно. Зато они пытаются делегировать какие-то функции на свайпы по экрану, там вверх, вниз, лево, вправо.
потому что экранчики теперь сенсорные, но, блин, как же это галимо и неудобно на камере делать. Это помимо того, что неудобно делать одной рукой, потому что экран все-таки достаточно удаленно находится, тебе все равно придется вторую руку, значит, использовать. Ну и вообще это как-то контринтуитивно. Камера, она предполагает, на мой взгляд, все же физическое управление. Хотя против сенсорного управления я тоже ничего не имею. Например, там фокусироваться, тапая по экрану, мне очень нравится. Если вам обзор понравился, ставьте лайки, там, подписывайтесь, жмите колокольцы, чтобы не пропустить годный контент, потому что сейчас я его навалю гораздо больше. Ну и пишите комментарии, что вы вот про то, что я сейчас тут наговорил, думаете.